Привет! Я к вам сегодня с распаковкой. У меня такие две коробочки. Одну я уже открыла, а вторую еще нет. Ждала вас, так что еще не заглянула, что там меня ждет. Расскажу вам немножко о том, что там внутри. С начала этого года я подписалась на рассылочку вот таких коробочек от Sarah Burns Studio. Производит их Крафтама. И это наборчики, которые должны помочь мне научиться рисовать гуашью. Да, гуашью пейзажи, потому что Сара, она потрясающий пейзажист, и я в восторге от ее работ. Поэтому смотрю ее, изучаю. Ссылку, к сожалению, я вам оставить не смогу под роликом, потому что мне пока YouTube не разрешил это делать, но как только смогу, обязательно там оставлю, но вы можете найти ее по ее имени и фамилии. Очень рекомендую. И вот такие вот коробочки с этого года. Она решила попробовать себя в создании этих коробочек с гайдами, с инструкциями, со всеми материалами, которые будут нужны для создания работ, изображенных на их обложках. И вот январский набор посвящен морскому пейзажу, потрясающая волна. Очень мне нравится, как она работает с оттенками, с тенями, вот этот глубокий синий, фиолетовый в тенях. В общем, давайте открывать потихоньку и смотреть, что на каждый из месяцев приготовила для нас Сара. И потом буду рисовать, вряд ли на камеру, поскольку это все-таки ее мерч, ее продажи, может быть, в каком-то ускоренном варианте. Начну с январской коробочки, отложу пока январь, февральскую, да, февральскую. Я, наверное, буду просто показывать вам внутри и сама, так сказать, залезу носом, потому что ничего я оттуда еще не доставала. Когда они мне пришли, положила я их, и времени открыть и позаниматься у меня не было. Здесь, значит, вся информация и то, что... Так, мне нужен камушек. Такая очаровательная бумажная упаковка. Внутри находятся две кисти. Правда, эти кисти у меня уже, кажется, были до этого. Да, вот лежит одна, вторая плоская. И вот у меня 12, да, 12 круглые. Я их уже заказывала когда-то в Крафтама. Мне очень понравились эти кисти для гуаши. Так что эти у меня будут дублированные. Может быть, я их кому-нибудь подарю попозже. Может быть, будут лежать у меня как запасные, потому что кисти хорошие и пригодятся. Баночка для воды. Тоже всегда нужная вещь. У меня однажды внезапно сломалась, когда я была на отдыхе, и просто перестал пульверизатор работать, и было очень обидно, поэтому время от времени выходит из строя, и всегда нужна запасная. Скотч. Я знаю, что Сара нашла какой-то потрясающий скотч, который не портит бумагу. Посмотрим, будет ли портить это мою, особенно дешевую бумагу, тонкую и с плохой проклейкой. И здесь самое интересное — это гуашь. Не знаю, есть ли у меня такие краски. Гуашь от Шинхан, да? Да, от Шинхан. Основные цвета: белый, синий, красный, желтый. Показываю поближе. Так, ультрамарин дип, теплый синий оттенок, квинакридон ред. Квинакридон должен быть, вообще говоря, наверное, холодным, но тут как-то
Очень достаточно теплая обложка. Надо будет посмотреть, когда открою. И Lemon Yellow, холодный желтый оттенок. Ну и поскольку гуашь это не акварель, нам всегда нужен белый цвет в работах. Мы не можем оставлять, не, мы, конечно, можем оставлять белую бумагу, но гуашь это пастозная техника, и белый цвет там всегда нужен. Вот мне очень интересно сейчас сбегать и проверить, какие из этих цветов у меня есть, каких нет. Это моя стандартная палитра акварели. Я ее вообще составляла тоже по рекомендациям Сары. Поэтому у меня должны быть примерно ее оттенки. Ну вот как бы ультрамарин у меня есть. Единственное, что может быть он не тот оттенок. Надо выкрасить и посмотреть. Quinacridone Red. У меня есть пироль и Permanent Alizarin Crimson. Это, наверное, что-то посередине будет. Lemon Yellow, конечно, есть. И White, Primary White. Здесь у меня Titanium White тоже есть. Так что, в принципе, как вы видите, для человека, который уже увлекается какое-то время гуашью и смотрит канал Сары, ничего особо нового в этом комплекте не было. У меня уже и кисточки есть, и краски нужные есть. И здесь еще... какая прелесть! Это очень маленькая палитра. Я обычно смешиваю на керамической палитре гуашь, или у меня есть акриловые, но побольше. А это прям такая вот малышка. Смотрите, какая красота. Очень мне нравится. Я уже такая прям, такая маленькая, легенькая, симпатичная. Хотела бы я такую иметь, сказала я. Она у меня теперь есть. Вот что вот это за мастихин, я не знаю. Похоже на отвертку. У меня обычные мастихины. Возможно, это чтобы мешать гуашь в тубах, или когда вы ее в кюветы переливаете, я точно не знаю. Инструмент очень интересный, приятный, но что это и как этим пользоваться, я пока не знаю. Надеюсь, узнаю в курсе. Ну, может, мастихинчик. В общем, так вот милый наборчик. Не буду пока убирать. Положу в сторонку. У меня тут уже вакханалия из всего. Вот. И есть чем рисовать, есть с помощью чего рисовать. Нужно еще было на чем рисовать. Вот такая бумага здесь у нас. Плотненькая. Здесь у нас 4 листка. Очень приятные. Формат мне нравится. Видно текстура. Приятная текстура, такая акварельная. Не знаю, из чего. С этой стороны бумага плоская. Я не знаю, хлопок это или целлюлоза. Но и это не так важно, потому что рисовать буду гуашью. А в гуаше гораздо меньшее количество воды, чем в акварели. Вот такая вот милота. Все, наверное, в этой коробочке больше ничего нет. Я ее убираю. И мне очень интересно сунуть нос во вторую коробочку, потому что ее я еще не открывала вообще. Камушек мой. Сами коробочки такие удобные. В них всегда можно будет хранить что-нибудь вроде красок, тюбиков. Так, я по возможности красиво, но так, чтобы это не мешалось, разложила все материалы, чтобы было вам симпатично. И достаю, что же у меня здесь. Ага, коробочка. С тормашками у меня была. Тоже такие коробочки хорошие. Опа. А тут у нас какой-то
пейзаж больше, если там было море, вода, то здесь больше луговой, поле. Поле и лес. Сейчас откроем его. Мне, честно говоря, визуально больше нравится вот эта картинка. В каких-то она таких холодных тонах, очень для меня приятных. Это для меня больше в немножко странных. Я не понимаю, что здесь, восход или закат. Как будто очень мрачное состояние. Но мне интересно, что внутри, потому что к тому, что у нас здесь есть вокруг, должно добавиться что-то еще для того, чтобы с каждым разом можно было все лучше и лучше рисовать и узнавать, как гуашью рисовать. Вот здесь я, например, вижу очень много переходов, как в акварели, влажное во влажное. В гуаши есть такая техника, это достаточно сложная техника. Научиться контролировать, с одной стороны, количество воды, а с другой стороны, количество краски. В общем, техника не из простых. Я пробовала. Гуашь не так хорошо течет, и она достаточно быстро сохнет. И что у нас будет здесь? О, уже приятненькая очень бумажка. Зелененькая, так, мой камушек. Противовес мой. Давайте открывать. Значит, моя фотография будущего рисунка, который, я надеюсь, тоже вам сниму и как-то покажу, как и чему я научусь на всем этом деле. И еще две кисточки. Что-то, мне кажется, они у меня тоже есть. Немножко расстроена, но это нормально, потому что базовые кисти, понятно, что они и должны быть базовыми. Нет, у меня другая, и это приятное удивление. У меня 3/4, а здесь единичка. Она пошире. И вот такой у меня тоже нет. Длинные кисти. Нет уже. Нет, это длинная узкая кисть. У меня есть только вот такая узенькая. А такой не было. Так что это для меня новые обе кисточки. И это уже очень приятно. Вот такие вот. Ну и как, как опытный в кавычках гуашист, как опытный художник, который рисует гуашью, предполагаю, что для вот этой общей заливки мы будем использовать широкую кисть, как в акварели, а вот эта вот маленькая и хаотичная, она вот, наверное, вот для вот этого. Наверное, для этого, да. Так, всем потяжки, давайте сюда. И новый набор красок. На этот раз это у нас, поскольку основные цвета у нас уже есть все, и мы их можем использовать и для этой работы, то тут нам добавились зеленые, которые нам можно было бы, наверное, смешать из основных цветов, но так с ними будет попроще. Moss Green. Moss — это мох. Наверное, мох. Вот такой теплый зеленый мусс верте. Да. Приятный оттенок. Мне нравится очень. Веридиан — холодный зеленый, который, кстати, может еще стать альтернативой. У нас до этого был только теплый синий, а это будет еще как холодный синий-зеленый цвет. Нужный очень цвет в палитре. И да-да-да, ура, у нас есть теперь теплый желтый. То есть практически, ну еще нет, да, но у нас уже есть два желтеньких, холодный и теплый, почти два синеньких, потому что, ну, вот этот, он, конечно, не циан, какой циан, он, конечно, не
Я забыла. Циан. Да, циан. Он, конечно, не циан цвет, в смысле вот прям холодный-холодный синий, но он все-таки может сыграть эту роль, особенно при смешивании других оттенков зеленого. Нужный цвет. Ну, теплый зеленый пусть будет. В конце концов, это гуашь, не акварель. Тут тоже можно мешать совершенно любые цвета, но когда они у вас есть в палитре, это намного проще. Так, это я откладываю. Ну и что, традиционно 4 листика для практики. Опа. На случай, если я... Да, 4. Такие же, да, точно такие же. На случай, если один из них у меня... На случай, если один из них, а может и второй, а может и третий, я просто испорчу. Ну вот, собственно, у меня сегодня небольшая такая была распаковочка Art Haul. Надеюсь, что найду в ближайшее время окошко, чтобы порисовать гуашью, тем более, что работы не выглядят сложными, и вообще в рисовании, как вы знаете, самое главное это начать. Главное сесть, взять листик, взять краски, и там уже процесс, он идет сам собой, и время летит незаметно. Надо только себя смотивировать да. Спасибо большое, что были со мной. Надеюсь, что вам было интересно. Буду вам показывать остальные наборчики, которые будут приходить. Всего вам самого хорошего. Счастливо. И рада была вас видеть. Пока.